Слушай ты, высокомерный ублюдок, ты прямо сейчас идешь в этот гребаный книжный магазин, покупаешь книги, читаешь их и сразу же звонишь мне. Рисковато, да? Но тем не менее эти слова принадлежат Гильермо дель Торо, а сказал он их своему другу, другому режиссеру. И именно после них тот согласился таки прочитать первые 3 книги про Гарри Поттера. Вот так Альфонсо Куарон решился занять кресло режиссера для фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Юмор ситуации в том, что эту должность боссы Warner Bros. Предложили ему после выхода на экраны эротической драмы «И твоя мама тоже». Куарон признался, что вначале он счел это приглашение и вовсе глупой шуткой. Он не был заинтересован в адаптации произведения, которое даже не хотел читать. Но в итоге Куарон проделал внушительную работу. Тесно сотрудничал с Джоан Роулинг и компанией Warner Bros. И отстоял, чтобы его мрачное видение этой части не было сдержано никакими коммерческими соображениями, в результате чего франшиза успешно сменила тональность. А сам он позже отзывался о работе над Гарри Поттером как о 2 самых приятных годах в его жизни. Совершенно логично, что любой фильм, адаптированный на основе существующего материала, должен быть снят как минимум с уважением к первоисточнику. В 9 случаях из 10 именно такие экранизации оказываются успешны. Но нередко появляются и фильмы, при создании которых режиссер настроен к источнику не самым лучшим образом. Привет, друзья, вы на канале Shadow Tavern, и сегодняшняя история про режиссеров, которые не любили первоисточники своих фильмов. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! Вряд ли вас удивит тот факт, что Роланд Эммерих особо и не был поклонником «Годзиллы», когда согласился стать режиссером долгожданной и в конечном счете всеми разгромленной голливудской экранизации 1998 года. На самом деле Эммерих согласился снимать фильм только тогда, когда ему гарантировали широкие полномочия для переосмысления персонажа по собственному вкусу. Он настолько не любил эту вселенную, что говорил: «Я никогда не был поклонником «Годзиллы». Это же всего лишь глупые утренние мультики для выходного дня, которые ты можешь посмотреть разве что в детстве, типа сериала про Геракла или паршивых итальянских вестернов». Режиссеру Дня независимости также не нравился и культовый облик монстра а-ля Человек в костюме. Он хотел превратить Годзиллу в нечто более быстрое и изящное. Эммерих написал сценарий вместе с Дином Девлином, и вместо того, чтобы придерживаться сюжета оригинального японского фильма, он решил дать зрителям современную версию. В результате Годзилла стал более правдоподобным монстром. И когда спорный дизайн был впервые представлен продюсером студии Toho, создавшей оригинал, они на несколько минут впали в ступор. Несмотря на успешную и загадочную маркетинговую кампанию, фильм вышел на экраны с почти единодушным мнением критиков о его посредственности и низком качестве, что очень сильно повлияло на его успехи в прокате. А вот «Звездный десант» Пола Верховена — яркий пример обратного. Того, как режиссер, взяв лишь скудный набросок по сомнительной книге, превращает его в нечто гораздо более интересное и увлекательное. Фильм довольно слабо основан на одноименном романе Роберта Хайнлайна, который является произведением откровенной военной пропаганды. Изначально в работе был сценарий Эдварда Неймайера «Охота на жука на заставе номер 9», но после обнаружения сходства со «Звездным десантом» было решено купить права на книгу, чтобы использовать название. Верховен даже честно попытался читать ее, но заявил, что она вызвала у него скуку и депрессию. А учитывая, что сам Верховен вырос в оккупированных Нидерландах, неудивительно, что он испытывал искреннее отвращение и ненависть к роману Хайнлайна. Поэтому он создал свой собственный «Звездный десант», ставший глубокомысленной сатирой на войну, армию и пропагандистскую машину. Сегодня фильм продолжает оставаться культовой классикой. А учитывая то, во что превратилась внешняя политика многих современных государств за прошедшие десятилетия, его темы кажутся еще более актуальными, чем когда-то в 1997 году. Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» несомненно является одним из величайших и наиболее влиятельных научно-фантастических фильмов всех времен. И хотя его трудно назвать точной адаптацией романа Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», в нем безусловно угадывается настроение диковской антиутопии. Но самому Скотту роман не понравился, и он признался, что даже не дочитал его до конца перед началом съемок. Цитата: «Честно говоря, я не смог в него вникнуть. Он настолько перегруженный, что к 32-й странице в нем уже около 17 сюжетных линий, и одной из самых сложных проблем в работе было перевести источник в 3-актную пьесу, которую можно было бы экранизировать». Конец цитаты. К счастью, со сценарными обязанностями справились Хэмптон Фанчер и Дэвид Пиплс, а Скотт, дизайнер по профессии, смог сосредоточиться на стилистике и создании мира. Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на отсутствие интереса Скотта к оригиналу, Филиппу Дику, как сообщается, незадолго перед смертью и всего за несколько месяцев до выхода фильма успели показать ролики с эффектами «Бегущего по лезвию», и автор был поражен. И, конечно же, как не вспомнить про Человека-паука 3.
До того, как посмотреть фильм, фанаты даже были рады наконец-то увидеть культового врага Паучка, Венома. А вот Сэм Рэйми в восторге не был. Рэйми он не нравился. Он считал, что персонаж страдает от недостатка человечности. К тому же он тщетно добивался включения в фильм «Стервятника» в исполнении Бена Кингсли, который уже даже вел переговоры на эту роль. Но вот продюсер Ави Арад настоял на том, чтобы антагонистом стал Песочный Человек, а аккомпанимировал ему Веном. В результате получилась крайне неудачная трактовка суперзлодея, которая не сработала ни с точки зрения кастинга, ни с точки зрения концепции, ни с точки зрения визуального ряда и тем более ни с точки зрения сюжета. Рэйми говорил о своем двойственном отношении к персонажу, цитата: «Я пытался сделать так, чтобы все получилось, но я не верил во всех этих персонажей в одном проекте, и это нельзя было скрыть от зрителей, которые любили Человека-паука». Продюсер же, к его чести, в итоге взял на себя вину за то, что выкручивал Рэйми руки. Его слова: «Я думаю, что после этого мы все поняли, что Венома нельзя засунуть на второй план, ему нужен сольный фильм. По справедливости я беру вину на себя. Сэм говорил об этом, а я заставил его снять фильм не так, как он хотел». На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал в соцсетях, там вы найдете еще больше интересного, ссылки будут в описании. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь поддержать его лайком, поделиться с друзьями и оставить комментарий. И до встречи в новом видео. Пока!